Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. И кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Я месяц хочу начать с раскраски Шарля Перро, вот своей любимой ретро-раскрасочки 86 года. Я как ее приобрела, раскрасила в поезде, когда в Питер ехала, вот эту иллюстрацию, и потом вот эту. Ну и, соответственно, наверное, я ее буду раскрашивать по порядку. Поэтому сегодня будет вот такая иллюстрация. Да, это у меня здесь лежит мыло, которое я приготовила в подарок. Оля, привет тебе. Такую собачку, как у Оли, Чуша. Вот, бананчик, кофейное зернышко и сердечко. Вот. Единственное, что надо все это упаковать, у меня закончилась пищевая пленка. Сейчас схожу, куплю. Вот, на улице сегодня ветер, прохладно, я очень-очень рада. Потому что, но завтра уже жару обещают, но вроде бы как всего лишь на пару дней. Да, здесь, конечно, очень необычно то, что бумага такая прям старенькая-старенькая, но все же, ладно. Я очень довольна, мне прям нравится. Единственное, что сухая пастель здесь смотрится не очень как бы прикольно. Вот, но краской я здесь ничего не хочу делать, нет, ну можно, конечно, было гуашью. Кстати, как вариант, здесь может быть действительно гуашь. И, наверное, я так и сделаю. Может быть, если мне понравится, тогда я и здесь переделаю. Потому что, ну, большое пространство закрашивать карандашами я не очень хочу, а вот получается как такая грязь. Так, ну, здесь, в общем-то, наверное, точно так же буду раскрашивать. Не знаю, для меня прям это кайф. Я прямо очень-очень рада этой раскрасочке. Но сейчас у меня есть время перед приездом Оли. И я хочу немножко пораскрашивать, поснимать для вас видео. Тоже я не знаю, насколько я там нараскрашиваю в этом месяце, не буду загадывать. Ну вот сколько есть, столько и есть. Конечно, у меня есть в планах поснимать какие-нибудь челленджи. Я даже знаю, какие, планов много, но, честно, времени нет. Пока нет никакого вообще времени на это. Хотелось бы там, ну, короче, все, что хотелось бы, пока времени нет. Просто как-то, знаете, так все закрутилось. Нет, оно все хорошо у меня, вообще замечательно. Тьфу-тьфу-тьфу. Вот. Но времени не хватает. Я не совсем даже, знаете, привыкла к такому бешеному ритму, хотя, казалось бы, я человек энергичный, но моя жизнь как-то последние годы, она была очень размеренной. А тут все как-то очень, скажем, быстро развивается и в очень-очень быстром темпе. Поэтому вот с челленджами пока не получается. Извините, у меня параллельно сообщения пишут. WhatsApp, сейчас надо бы ответить, и еще бы постараться так, чтобы запись не прервалась. Ну, если что, смонтирую. Хотелось бы, чтобы не прерывалась запись. Так, вроде бы даже ответила, и запись не прервалась. Так, наверное, я думаю, что вот эти деревья тоже сделаю этой самой
гуашью. Ну а что, действительно, карандашами же раскрашивали, гуашью раскрашивали в основном, хотя, ну, акварелью-то тоже, но я не помню, насколько была, в каком состоянии была такая вот эта бумага, например. Дело ж давно было. Так забавно, знаете, осознавать, что у тебя была эта раскраска. Вроде сейчас как все по второму кругу, при этом, видимо, с того же тиража. Забавно. Вот, пожалуй, для меня сейчас это такой новый толчок, новый импульс в раскрашивании. Наверное, именно это вот, не знаю, может быть, я в этом месяце вообще буду много здесь раскрашивать, кто знает. Может быть, прям реально в свое удовольствие здесь сяду и картинку за картинкой в двух своих новеньких раскрасочках. Хотя у меня получается, что я сейчас ко многому возвращаюсь. Ну вот, например, ко всяким таким штучкам. Обожаю просто. Ну, у меня как бы просто друг против даже переводных картинок, а не говоря уж о татушках настоящих. Вот. Но раньше я всегда ходила, ну, у меня чаще всего пауки, это прям моя тема, у меня всегда были татушки с пауками, у меня их до сих пор много сохранилось, вот. Это прям моя тема, пауки, ящерицы, я прям обожаю все это дело. По-моему, еще со змеями есть. Но змеи я по жизни не очень-то люблю. Вот. Побаиваюсь. А вот пауки это прям... Пауки и ящерицы это моя любовь. Вот. Да, я как-то сейчас снимаю, у меня вот на момент съемок у меня еще для лайв-влогов много материала, то есть я еще даже там из Питера не выложила. Ну да, вот как-то так выходит пока что. Ну, уже как есть. Ну, что тут не поделаешь. В Питере я хорошо провела время. Кстати, помню, что меня просили рецепт пиццы, и я, в общем, его забыла выложить. Я на днях это сделаю. Ну, я имею в виду в Инстаграм там подпишу, кому обещала. Девчонки, извините, пожалуйста. Вот. Ну, потому что меня попросили, когда я была в Питере, а я по памяти не помню. Ну, там простейший рецепт. Вот. Ну, а потом в Москве тоже приехала, пока вещи разобрала, порядок навела. Я еще так уезжала. Во-первых, здесь все было в спешке, потому что в день, когда мы ехали с другом в Питер, мы еще поехали погулять в Зарядье и так далее. Ну, ему хотелось. Я, кстати, тоже в Зарядье не была. Как по мне, очень такое милое место. Мне понравилось, но все-таки, вот если, например, сравнивать с моей любимой Ходынкой, то, опять же, Ходынка – это место такое с более чистой энергетикой, что ли, вот я уже не раз об этом говорила, но как-то так. Мне больше нравится. Но в Зарядье, знаете, так, может быть, раз в год вполне можно съездить погулять. Но это вот мои ощущения. А может быть, и одного раза, в принципе, достаточно. То есть, вроде все классно, позитивненько. Ну и, в общем-то, все. А вот в своем любимом парке я могу гулять. Вот даже я недавно... Я во влоге потом увидите, я гуляла, было очень-очень жарко. Я жару плохо переношу. Но я с таким
удовольствием там погуляла, то есть мне все равно не хотелось уходить. И вот когда, ой, я же вот здесь тоже не раскрасила, ну я, конечно, вообще молодец, вот, и я и в холод, вот в сильный, да, когда вроде бы я тоже это плохо переношу, но все равно гуляю до упора. Какое-то место, знаете, такое загадочное. Вот эти карандаши, они очень-очень мягкие, они классные, но вот здесь вот, знаете, они ложатся тоже как-то с проблемами. И вообще, вот раньше, ну, понятно, как и сейчас, были разные карандаши, и у меня были хорошие, насколько я помню. Вот, родители всегда так. Потому что я сейчас, например, просматриваю всякие там объявления, где продают старые карандаши, и я понимаю, что я помню, да, возможно, у меня такие были, вернее, невозможно, а точно, но при этом они были как бы не основными, то есть они просто были, это, видимо, знаете, когда там шли с родителями, может быть, в магазин, еще куда-то. Я, правда, никогда не скандалила, ничего не просила, то есть если мне что-то было нужно, я говорила, что было бы неплохо. Ну и родители покупали либо сразу, либо чуть позже, но всегда покупали. Вот. Но, ну вот, наверное, может быть, в какие-то такие походы и покупались простенькие советские карандаши, потому что я точно помню, что основными карандашами у меня были другие, с какими-то редкими цветами и тому подобное. Вот их я нигде не вижу. Но суть в том, что, конечно, вот на этой бумаге, ну, я, знаете что, проведу эксперимент, возьму какие-то простенькие, совсем простенькие карандаши, прям вот, которые жестковаты. Мне будет интересно, как они здесь себя поведут, потому что вот эти карандаши, они, Оксан, спасибо за подарок, они мега мягкие, везде отлично рисуют, а вот здесь что-то как-то, знаете, странновато. Тяжеловато они здесь идут. Так, ну, а цвета тут, как видите, все у меня такие стандартненькие. Ну, я не знаю, мне кажется, вот эти цвета здесь подходят. Ну и вот, например, если бы я вот этими карандашами, вот эту раскраску в этом ее состоянии, да, раскрашивала в детстве, ну, не знаю, как бы оно было. То есть сейчас в любом случае, даже если карандаши тут что-то как-то не так, все равно стараешься хоть немножечко так, с какими-то переходами, еще что-то, хотя бы по-простому. Вот. Но удовольствие огромное от раскрашивания. Но вот если ту распечатанную, да, раскраску, я, например, помню обстоятельства, когда я ее красила, там вот что-то дома, что-то в детском саду. А вот, например, эту раскраску я точно помню, что вот она у меня была. Я помню вот эти все иллюстрации, а вот где я их раскрашивала, я не помню. Ну да, такое тоже случается. А что следующее? Печалька. Ну вот следующее, видите, все идет по отдельности. Ладно, все равно раскрашу. Ух ты, и дальше вот эта вот тема. Да, это будет немножко сложновато. Может быть, стоит из каждой сказки что-то брать, чтобы не надоедало. А с другой стороны, может быть, лучше все-таки и по порядку, потому что, а то потом не захочется
возвращаться. Надо что-то придумать с этим. Просто мне здесь все нравится, но вот... Я уже так всеми цветами. Благо, раскраска детская. Я ее вообще могла ребенком раскрашивать. Так что вот захотелось мне сейчас взять такой цвет. Ну вот я его и взяла. Так, что тут? Ничего пока. Сейчас я еще отсниму видео, сбегаю в магазин. Ну ладно, не стирать же. Вот, сбегаю в магазин, куплю пищевую пленку, чтобы все это это самое. Вот все-таки сейчас беда с отдушками, на самом деле, с современными. Я вообще вот после событий 2014 года поставки как-то прекратились нормальных отдушек. Это просто ужас. Просто привыкла работать с очень хорошими отдушками для мыла. Поэтому, не знаю, вот тоже такой момент. Мне вот друг, например, говорит, что там нельзя сейчас отсюда уезжать, нельзя там, ну что, как бы, типа и здесь все будет. Но вы знаете, я с каждым днем все больше и больше думаю, что, наверное, надо уезжать отсюда. Все-таки у меня все больше мысли, что даже, хотя я раньше говорила, что если у меня здесь, возможно, там в личной жизни что-нибудь не сложится, а сейчас вроде все складывается, но я понимаю, что вот реально, вот смотрите, я всю жизнь варила мыло, я этим зарабатывала деньги. Да, у меня есть какие-то еще отдушки из старых, так сказать, закупок, с которыми все в порядке, а потом что? У нас нет магазинов, которые предлагают качественные отдушки. То есть изначально, то есть ты покупаешь что-то, понимаете, и как бы оно не соответствует заявленному. И при этом ценник, например, даже в том же Леонардо, он совершенно сейчас конский какой-то. Но там нет тестеров, и в принципе все, что я там покупала, я недовольна. Вот в чем вопрос. Как я могу делать мыло и как я могу предлагать людям эту продукцию, например, да? Вот сейчас я, например, вернулась к вязанию, да? На данный момент я вяжу из российского хлопка. Ну, вынужденно вяжу из российского хлопка. Сейчас, насколько я поняла, нужная мне пряжа появилась. Ну, правда, она появилась оптом. В принципе, поскольку я планирую разный ассортимент, то постепенно я, конечно, буду и оптом вот этим мелким закупаться нормальной пряжи, потому что российская пряжа, ну, как бы... Не знаю, у меня нет к ней доверия, кто-то, возможно, скажет, что я не права, а я вот, например, когда беру моток, извините, я вяжу и вижу, что там узелок, то есть нитки связаны. Казалось бы, это вроде бы не криминал, но, простите, почему? Это я могу отрезать, что-то привязать, почему это так продается? Мне это непонятно. И все больше уже думаешь, что что-то надо с этим делать, потому что, нет, ну, скажем так, та пряжа, которая нужна, ее все равно частники продают, как бы, да, я все это дело налажу, не вопрос. Главное, что продают. Но вот так вот пойти в магазин, да, у нас, ну, я не знаю, может быть, сейчас жизнь прижмет и Леонардо, и прочие магазины, они все-таки будут там сотрудничать, не знаю, с Бразилией и так далее.
что-то мне это все надоедает уже. Я все-таки все больше склоняюсь к тому, что танцы я везде смогу преподавать, видосики я смогу везде снимать, так еще и проблем не будет таких, как сейчас у нас тут. Вот. Ну, а в Бразилии люди, скажем так, любят себя, занимаются спортом, так далее, это их жизнь, поэтому я не думаю, что я там себя как-то не найду. А помимо этого, да, это страна всяких рукодельниц, и, в общем-то, у меня сейчас задача, ну, я как бы все это с детства умею, и я хочу вот именно дойти до уровня бразильянок в этом вопросе, то есть прям вот, потому что я считаю, что рукоделие в Бразилии на высшем уровне. Я считаю, что это, ну, как бы Турция еще, безусловно, как мне говорили, но прежде всего это, конечно, бразильянки, они, я считаю, они потрясающе вяжут, вот. Я вообще от них в полном восторге. Потому что вот я рассказывала, есть какие-то такие вещи, которые я раньше не рассматривала для вязания и даже для интерьера дома. Но это пока я видела, как вяжут у нас. Не в обиду нашим рукодельницам, потому что я сама здесь живу и сама вяжу. Нет, просто, да, я уже рассказывала, допустим, про салфетки. Ну, просто наши бабушки потрясающе вязали красиво, но они вязали из того, что есть, и, соответственно, то, что было, это вот... это требует крахмала, это требует многого, это все нефункционально в итоге, потому что, ну, не знаю, каждый раз заморачиваться с, так сказать, с крахмалом мне вот не улыбается. Я много чего не рассматривала, а после того, как увидела, как вот в Бразилии все вяжут, вот. Я, правда, еще, может быть, вернусь к изготовлению украшений, но я не поняла пока, хочу я этим заниматься или нет, потому что всякая фурнитура у меня есть, хотя в основном, ну, как бы, да, фурнитура есть, а всякие бусины я делаю сама из шерсти. У меня, кстати, их много. Посмотрим тоже, как. Я надеюсь, что в этом месяце мне не предстоит никуда ехать. Я прям верю в это, что я все-таки буду дома, потому что май, июнь... Нет, это, конечно, было... Ну да. Жизнь так немножко повернулась. И это хорошо отчасти, если не брать во внимание предшествующие события печальные. Да, вот как-то все так в нашей жизни, но все-таки я сейчас хочу больше уделить время работе, вязанию. Вообще, да. Ой, ну вот, блин, вот здесь вот прям идет вот это вот, что с бумагой печаль. Все, что приятное случилось, этому предшествовали крайне неприятные события, равно как и потом то, что все было приятное, но, знаете, это, как говорится, ситуации всегда требуют жертв. Я собиралась в Питере так, что я забыла ключи от квартиры, благо они были запасные. Я, когда туда ехала, я куда-то дела блеск для губ, который я для мероприятия покупала. В общем, что-то. Так, ну что, теперь надо здесь уже брать эту самую акварель. Ну, ой, господи, гуашь. Гуашь я возьму гамма. Ну и приступлю.
Ну а это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Инстаграм 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. А я благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи, пока-пока.